Многие известные производители давно ушли с нашего рынка, а то, что везут по параллельному импорту, часто не соответствует требованиям эксплуатации в РФ. Можно нарваться на контрафакт, а значит двигатель под угрозой. И тут возникает дилемма, как понять, что масло не просто подходит к двигателю, а действительно оригинальное и с гарантией. Ответ прост. Rolf Lubricants. Они организовали процесс блендинга в России. При этом все компоненты возят из-за рубежа, штаб-квартира в Германии. Это обеспечивает доступ к пакетам присадок международных производителей, скажем, Infineum. Далее, моторные масла Rolf регулярно проходят тестирование в лабораториях, аккредитованных производителями автомобилей, и сертифицируются, получая допуски на использование в двигателях этих автомобилей. У Rolf есть допуски BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar Land Rover, Daimler Trucks и других известных автопроизводителей. И, как всегда, я не агитирую, но масло Rolf используют многие сертифицированные дилеры мировых марок. Кстати, письма от компаний, которые одобрили применение масла Rolf, опубликованы на сайте rolfoil.ru. Ссылка в описании. Если очень долго ждать, есть ровно два варианта. Или дождаться, или не дождаться. В случае с Соболем НН поклонники марки дождались. На кузове появился заветный шильдик, сообщающий о том, что машина полноприводная. Ну вот эти граффити не в счет. И знаете, именно всех ведущих колес этой машине так не хватало. Что ж, давайте знакомиться с ней ближе. Как я уже сказал, внешне практически ничего не изменилось. Тот же знакомый Соболь в формате пятиместного пассажирского фургона-комби. Кстати, в модельном ряду есть и обычный фургон, и полноценный микроавтобус. Та же оптика, к слову, неплохая на диодах. К слову, опять же, клиренс 220 мм, которого хватит на все случаи бездорожной жизни. Пара слов о габаритах. Колесная база 3005 мм, общая длина 5 метров 11 сантиметров, что немного больше какого-нибудь шанхайского танка и немного меньше, скажем, Эскалейда. Раз уж мы снаружи, заглянем в фургон. Объем грузового отсека 5 кубов, и сюда запросто можно погрузить кроссовый мотоцикл, и еще мебель небольшой студии поместится. А если отправиться в путешествие, сколько всего полезного упрессуется. В салон чуть позже, сначала про двигатель, тем более есть что рассказать. Под капотом турбодизель рабочим объемом 2,5 литра. Собирается в Нижнем Новгороде, мощность 150 лошадиных сил. И что важно для грузовиков, даже таких как Соболь? Правильно, крутящий момент. Он 420 ньютон-метров, и, что важно, большая его часть, а именно 305 ньютонов, выдается уже на 1000 оборотов. Что в переводе на человеческий язык? Тянет как трактор с самых низов. Конструкция мотора в целом классическая. Сам блок чугунный, но головка блока цилиндров алюминиевая, а колено стальное кованое. То есть запас прочности сохранился, а вес уменьшился. Но и выход на рабочие температуры после запуска стал более быстрым. Еще одна особенность. Привод двигателя не цепной, а ременный. И располагается он спереди, то есть менять будет легко. Плюс двигатель оборудован гидрокомпенсаторами, а это значит, что из списка ТО можно безжалостно вычеркнуть выставление тепловых зазоров. Подвеску надо рассмотреть, на ходу не получится ссори. Итак, передняя полностью независимая и смонтирована на отдельном подрамнике. К слову, в ней есть отличие от моноприводного собрата. Сдвоенные поперечные рычаги здесь кованые, а вместо пружины и амортизатора применена амортизационная стойка, опирающаяся на подрамник сверху и на нижний рычаг снизу. Ну а сзади все по классике: мост, малолистовые рессоры, стабилизатор, аминь. А вот сейчас можно и в кабину сесть. Сесть. Не сесть, а забраться. Это восхождение, а не посадка.
И я люблю, когда в автомобиль почти заходишь, а не плюхаешься попой на асфальт. Итак, что у нас тут? А тут у нас базовая комплектация, но это не значит, что салон голый. В базовую комплектацию входит бесключевой доступ, светодиодная оптика, полный зимний пакет с подогревом лобового стекла плюс дополнительный отопитель и предпусковой подогреватель двигателя. Первое впечатление от кабины, что это не кабина, а салон. Прогресс, хотя материалы отделки простоваты. Это ж... Это мультируль, между прочим. Тут кнопочки. С регулировкой. Да-да, спасибо, все, спи. Кондиционер. Мультимедиа 9-дюймовая. Причем такая. Живая, хочу вам сказать. Современная. А вот колоночки по звучанию, ну, мягко говоря, симфонический оркестр не послушаешь, а вот шансон или «Калина красная» в самый раз. Вы слушаете радио «Калина красная». Водительскому креслу можно посвятить отдельную главу. У него целых 18 регулировок. Здесь и продольное движение, наклон спинки, есть регулировка поясничного подпора, поднимать-опускать. Но даже это еще не все. В нем есть подрессоренный механизм, то есть выставляем вес специальной шайбой и плавно качаемся на неровностях, не замечая их. С выставлением веса есть небольшая проблема. Если выставить вес под себя, то получается слишком мягко. Я сделал процентов на 10 больше. Ну, я себя сделал процентов на 10 больше, и тогда получается в самый раз. Ну, отнесем это к вкусовщине. А еще здесь неэпическое количество всевозможных и ящичков, и ниш под мелочевку. Я их даже считать не буду. Ведь есть самый главный отец всех ящиков. Тот, в который за проезд передают. А еще здесь потрясающее количество USB-разъемов. Раз, два, три, четыре. Идеально. Задний ряд – это не просто ряд для грустных сидельцев, это ряд для дружной компании. Сидеть на них вполне удобно. Они в меру жесткие и в меру спрофилированы по-человечески. А сейчас немного бытовой магии в рот мне ноги. Ну, во-первых, я могу встать почти в полный рост. Во-вторых, под сидушками спрятаны полости, в которые можно много чего положить. Но не это главное. По мановению руки сиденья превращаются в очень мягкую лежанку. Ну, для одного в самый раз, а для двоих тесновато. Ну, в тесноте, да не в обиде. Опять же, в изголовье. Розеточка на 12 вольт, USB-разъемчик. Форточка открывается, чтобы Русью матушкой наслаждаться. Крючочки одежные. Слева, справа. Люк. Индивидуальная подсветка. И вот уж действительно, в этой «Газели» под каждым кустом вам готов народный дом. Вот так завуалировал. Грузопассажирской версии, поверьте, грузу здесь будет не менее комфортно. Почти в полный рост опять же стою. Пол не скользкий. Такелажные петли, ручечка, чтобы удобнее залезать было. Освещение кузова. Прорези, которые позволяют дополнительной задней печке задувать сюда теплый воздух.
Нет, вообще все очень-очень аккуратно. И это приятно. Подводя итог по интерьеру, я скажу одно. Такое ощущение, что сидишь не в коммерческом грузовике, а в полноценном кроссовере. Это если судить по оснащению. Да, материалы простоваты, но ведь это «Газель». Ну, в смысле Соболь. И зато нижегородцам жирный такой плюс в карму. Но стоя на месте далеко не уедешь, поэтому отправляемся в путь, чтобы рассказать вам о таких важных вещах, как коробка передач, подвеска и, собственно, сам полный привод. Аллилуйя! Нет никаких рычагов раздатки. Теперь подключение полного привода оформлено с помощью красивой шайбы, на которой написаны все режимы. Единственный рычаг, который торчит, шестиступенчатой механической коробки передач. И передачи втыкаются песенно. Первая передача очень короткая, но в пробках на ней тошнится в самый раз. Если нет груза, стартовать можно смело со второй, причем даже не подгазовывая. Сцепление отпустил и поехал. С остальными передачами все более-менее стандартно, за исключением шестой. Она так называемая магистральная. Служит для снижения оборотов двигателя и максимальной экономии топлива. К слову, расход у полноприводного Соболя в районе 11 литров на сотню, и это приемлемо. Машина довольно уверенно глотает неровности благодаря конструкции подвески, про которую я вам уже рассказывал. При этом на дороге автомобиль, несмотря на полный привод, довольно маневренный. Скажем, радиус разворота всего 5,6 метра. И это очень хорошо. Ходы подвески впечатляют 200 мм. Учитывая клиренс в 220 мм, становится понятно, почему машина с легкостью преодолевает 1,5-метровый брод. Ну и для пущей уверенности, что на бездорожье ничего не случится, ни с картером двигателя, ни с передней подвеской, установлена стальная защита. 3-миллиметровый лист, закрывающий самые уязвимые части двигателя и подвески. Сюда же добавим жесткую несущую систему. Конструктивно заложена высокая жесткость как рамы, так и кузова. И в итоге получим автомобиль, подготовленный к бездорожью. Ну вот мы и добрались до самого главного, ради чего мы все здесь собрались. До полного привода. Он здесь подключаемый part-time. Раздаточная коробка с электронным управлением. Про крутилку вот эту мы помним. Она обеспечивает прямую передачу крутящего момента на задний мост и имеет понижающий редуктор планетарного типа с рекордным для автомобилей этого класса передаточным числом 2,82. Уже в базовой комплектации в этой машине есть блокировка заднего дифференциала. И, конечно, есть функция ее автоматического отключения, если вы разогнались больше 40 км в час. Максимальная скорость на полном приводе по мокрым, грязным или скользким дорогам 100 км в час. Учитывая, что максималка 120 км в час, этого более чем достаточно. Интересно, что если включить первую передачу, полный привод с понижайкой и отпустить сцепление, машина будет ехать медленнее пешехода. Примерно 2 км в час. При этом тяга будет тракторная, неотвратимая. Это будет не Соболь, а всадник апокалипсиса неотвратимый. Правда, очень медленный и милый. Еще что важно, отключать полный привод на ходу можно. Включать только на маленькой скорости. Ну а понижайку только после полной остановки автомобиля. И не забыв выжать сцепление. Вы хотите выводов? Их есть у меня. Полноприводному автомобилю под названием Соболь NN 4х4 сегодня на нашем рынке альтернатив нет.
Так кто сказал буханка? Выйти из строя и самому проехать на буханке 105 километров в один присест. Я не знаю, вы сможете? Да я смогу, но удовольствие от этого отрицательное. А тут УНН. Все в радость. На Соболе вы проедете и 500, и 1000 километров, и ничего квадратного у вас не станет, потому что это современный, хорошо оснащенный, неплохо передвигающийся в пространстве автомобиль. В общем, я в восторге, кто бы мне его подарил. Ну, а если он вам не нравится, мне вас жаль. Вы не романтики. Продолжаем. А я доволен. Это настоящий мужицкий автомобиль со всеми своими недоработками и нечеткостями. Я получаю удовольствие даже от сверчков, которые просыпаются на скорости свыше 100 км в час. Но свыше 100 км в час ехать вполне комфортно. Да, небольшие вибрации, но это же полноприводный автомобиль. И я поймал себя на мысли, что если бы завод в Нижнем Новгороде выпустил бы нормальный кроссовер на этой базе, он был бы намного лучше внедорожника на букву «У». И я бы купил. Не, ну я реально кайфую.